Привет, и это опять рубрика с косплеем, и снова я экспериментирую. Иногда я все-таки вспоминаю про то, что на эту камеру я могу не только видео записывать, но еще и делать фотографии. Поэтому в этом видео я позвала очень милую косплеершу в образе Сангономии Какоми из игры Genshin Impact и устроила для нее фотосессию. По итогу получилось много фотографий, некоторыми из которых я даже поделюсь в конце этого видео. Ну и я, конечно же, не упустила возможность сделать свой арт, поэтому в этом видео вы увидите процесс создания косплей-арта по мотивам игры Genshin Impact, но мы начинаем, поехали! Вдохновением для создания этого арта послужил остров Ватацуми из игры Genshin Impact. И да, я очень много времени провожу в Геншине, ничего не могу с этим поделать, потому что мне очень нравится. Кто-нибудь, пожалуйста, спасите меня от этой зависимости. Но, возвращаясь к теме, скажу, что остров Ватацуми — одна из моих любимых локаций. Мне очень нравится ее дизайн, ее атмосфера, ее цвета. Все эти ракушки, водопады, растения, кораллы. Это просто прекрасно. Вам может не нравиться игра, вы можете ничего о ней не знать, но поверьте, что в этой игре есть чем вдохновиться. Учитывая, что Сангономия Какоми — это жрица с этого самого острова Ватацуми, в своем арте я решила изобразить какую-то локацию, похожую на это место. Я не хотела в точности повторять какой-то кусочек этого острова, я просто решила сделать свое окружение, основываясь на элементах, которые есть на этом острове. Ну и первым делом я полезла в Blender, где с помощью моделирования и различных готовых моделек, которые я бесплатно скачала на Sketchfab, я начала делать основу для сцены, которую позже я буду дорабатывать в фотошопе. Я очень сильно обрадовалась, когда узнала, что получится снять образ именно Какоми. К сожалению, какого-то бэка с фотосессии у меня нет, потому что я так редко фоткаю кого-то, что я капец как волновалась, поэтому даже забыла о том, что я могу записать какой-то бэк. Но мне очень понравилось работать с этой девушкой, и, кстати, ссылочка на ее инстаграм будет в описании, и если вам нравятся ее образы, обязательно подпишитесь, ей будет очень приятно. Фоток получилось очень много, так что не исключено, что от меня будут еще какие-то арты с этим персонажем, да и, честно говоря, у меня самой готовится несколько косплей-образов по тематике Геншина, и кто меня остановит? Надеюсь, никто. Кстати, реально интересно, знакомы ли вы с этой игрой, и если да, нравится вам она или нет, напишите об этом в комментарии. Тем временем работа в блендере почти закончена. Учитывая, что я использовала много готовых моделек, больше всего времени я потратила именно на то, чтобы расставить все так, как мне нужно. Да, кстати, теперь я частенько использую подход с тем, что я определяю композицию сразу внутри 3D-редактора, а не рисую скетчи заранее. Когда основа твоей работы — это именно 3D-модель, это иногда очень удобный подход. Итак, вот сцена, которую я зарендерила, а теперь мы приступаем к обработке. И, конечно же, первым делом нужно найти исходники фотографий, которые я буду использовать для создания финального вида своей локации. И тут нужно поговорить о спонсоре этого видео. Спонсором этого ролика и моим постоянным помощником в создании артов является Envato Elements. Это огромный сток фотографий, видео, музыки, графики и даже 3D-моделей, которые в общем содержат более 56 миллионов элементов. У меня есть подписка на Envato, и только она покрывает практически все проблемы с поиском исходников для моих работ. Тут есть огромное количество фотографий под любые запросы и различные фотоэффекты, и качество ресурсов здесь на высшем уровне. Помимо всего этого, тут есть кисти, графика и шаблоны для презентаций. А если вы занимаетесь монтажом, то вас порадует огромная библиотека стоковых видео, музыки и звуковых эффектов. Хотелось бы в очередной раз отметить раздел с 3D-ресурсами, на котором ты можешь найти нужный тебе объект, затем выбрать ракурс и сохранить его как PNG. Это значительно упрощает работу с поиском объектов в подходящей перспективе. И самое крутое, что этот и другие разделы постоянно пополняются новыми материалами. И все это причем в неограниченном объеме доступно по одной подписке от $16 в месяц. Подписка дает вам доступ к неограниченному скачиванию и лицензию на все ресурсы. Ну а без подписки вы можете получать определенное количество бесплатных элементов в месяц. Специально для вас в описании под роликом я оставлю ссылку на Envato Elements. Присоединяйся. Первым делом я немного отретушировала фотографию Какоми. Я не фанат замыленной ретуши, поэтому стараюсь убирать только какие-то слишком выделяющиеся моменты, которые в основном возникают из-за того, что я не уследила за чем-то во время съемки. Или, например, какие-то швы на одежде, которых в оригинале быть не должно, а из-за пошива приходится их делать. Ну или также, чтобы выровнять тон кожи. Если вам интересно, я могу записать целое видео насчет того, как можно сделать ретушь для студийных фотографий. Так что, если это актуально для вас, пишите. После того, как я усадила модель в нужное место, я приступила к работе с фоном. И для работы я использую свой максимально стандартный подход.
я начинаю медленно, но верно прорабатывать детали, начиная от дальнего плана к переднему. Ориентируюсь я по цвету на небо, которое я подобрала ранее. И я не совру, если скажу, что с подбором неба я промучилась очень долго. Я пыталась его нарисовать, переделать, перекрасить, выбрать другие фотографии. Все это даже не вошло в запись, потому что я просто сидела и пробовала варианты, которые сюда могут подойти. Небо — это очень важная часть картинки, и от него зависит то, какие цвета будут в сцене у других объектов, потому что небо напрямую влияет на атмосферу будущей картинки. И у меня было очень много вариантов по цвету и форме, и я просто сидела и пыталась выбрать какой-то наиболее подходящий. И проблема была в том, что мне нравилось сразу несколько вариантов, и выбрать из них тот, который нравится мне больше, было очень сложно. Но я вроде как смогла. На все пустые скалы, которые я отрендерила в блендере, конечно же, нужно добавить растительность, потому что без этого они смотрятся, очень плохо. А мы же не хотим, чтобы все смотрелось очень плохо, поэтому придется поработать. Конечно же, всю траву я перекрасила в голубой, чтобы это подходило под стиль локации. Примерно на этом этапе пришлось повозиться и дорисовать кривые гребешки, которые вышли после блендера, и в блендере мне было их лень исправлять, а какие-то фотографии я не нашла, поэтому самым простым решением оказалась дорисовка, и я просто дорисовала гребешки так, чтобы они выглядели более-менее прилично, после чего я опять вернулась к проработке растительности. Честно говоря, очень приятно работать с проектом, который сначала и до конца полностью под твоим контролем. Лично у меня возможность самому сфотографировать модель под свою задумку вызывает дикий поток мотивации и желание поскорее сделать работу. Правда, делала я ее месяц, но это все сессия, правда, и сессия, и то, что я заболела. Короче, капец, как обычно, планировала начать год очень продуктивно, но все пошло не по плану. Лайк, если жиза. Короче, так получилось, что фотографии я делала еще в декабре, но мне пришлось почти на месяц отложить работу. Вообще, мне очень нравится работать с косплеерами и делать какие-то фотки для них, так что если вы занимаетесь косплеем и хотите поработать вместе со мной, директ в Инстаграме или моя рабочая почта всегда к вашим услугам. Когда работа с растительностью была закончена, я приступила к прорисовке света и теней на Какоме. Довольно кропотливая работа, потому что тебе нужно вписать модель в созданное тобой освещение, подогнать цвета, прорисовать свет и тени. Но это еще цветочки, потому что на арте есть вода, а если есть вода, то нужно делать отражение. Но я очень хитрая, поэтому я отрендерила отражение в блендере, а потом доработала его с учетом изменения фона. Но вот с отражением Какоми все равно пришлось повозиться подольше. А также нужно было проработать места, в которых персонаж касается воды, потому что было бы странно, если там была просто полосочка или что-то замыленное. Нужно было добавить разводы на воде и, может быть, какие-то капельки. Кстати, о каплях. Их будет много. Нет, еще больше. Я думаю, вы помните кадры из игры, которые я показывала в начале, и там в локации летает очень много всяких капель, частиц, и поэтому я решила добавить что-то подобное на свою работу. Ну и в этот момент подходит такая финальная стадия, когда я в очередной раз свежим взглядом осматриваю работу, исправляю косяки, дорабатываю какие-то детали, и дорабатывать детали можно просто до бесконечности, и на это уходит на самом деле большое количество времени, но это всегда самый приятный кусочек в работе, потому что арт уже выглядит готовым, и ты просто добиваешь его до какого-то финального результата, и всегда это очень приятно. Где-то я дорисовываю траву, где-то добавляю свет и тени, какие-то засветы, частички, и так шаг за шагом мы приблизились к финальному результату. И вот что в итоге получилось. Вот такой арт у меня получился, и я надеюсь, что вам понравилось наблюдать за процессом его создания. Как и обещала, я оставлю некоторые фотографии с фотосессии, чтобы вы тоже могли использовать их в своих артах. Если будете выкладывать работу в Инстаграм, обязательно отмечайте меня и девушку, которая была в образе Какоми, нам будет очень приятно. А также вы можете оставить хэштег, и, возможно, именно ваша работа попадет в следующий ролик про косплей. Спасибо за просмотр, если вам интересен подобный контент, обязательно поддержите его лайком и комментарием, потому что именно на вашем активе держатся подобные видео. Если я вижу, благодаря вашему активу, что вам интересно это смотреть, я стараюсь делать больше подобного контента. Обязательно проверьте подписку на канал и напишите, какого персонажа вы бы хотели видеть в следующем ролике про косплей. Ну а на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео. Пока!